Не спрятаться нигде, ракеты прошивают жилые дома насквозь. Секретное оружие Путина применено впервые. На что Трамп тратит триллион? Дроны, золотой купол или призраки «Звездных войн»? Рекордный американский бюджет под угрозой полного провала. Крик о помощи из бункера. Наконец-то появилась надежда на мир или тряхнет еще сильнее? Воскресная служба закончилась взрывом, кровавый теракт в церкви, десятки пострадавших. Переворот в тени, никаких гарантий безопасности, кроме обещания диктатора. Неожиданные подробности визита Кита Келлога в Минск. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта», оперативно о событиях в России, Украине, Белоруссии и мире, раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Ракета пробила дом насквозь, до самого подвала. Ночной ад в Киеве. Россия вновь обрушилась на украинскую столицу ударами дронов «Камикадзе». В разных районах повреждены дома, станция метро, бизнес-центр, горели автомобили и здания. Прозвучали мощные взрывы. В столице одновременно объявлялась угроза применения и баллистического оружия. Сегодня в результате черговой атаки, масованной атаки, комбиновая атака була, балістика, камікадзе-дрони, пошкоджень більше 15 в нашому місті 15 пунктів, там де є прильоти. Зараз знаходимося в Шевченківському районі, ми бачимо, що будинок склався. В одном из районов города зафиксированы обломки на стадионе, пожар возле жилого дома, повреждения остановки и выходов станции метро. Пострадали как минимум 5. В другом районе столицы воронка прямо во дворе дома. Поврежден бизнес-центр. Много пожаров по всему городу. На этот и предыдущие обстрелы отреагировали уже и в Европе на встрече глав дипломатических ведомств ЕС. К примеру, глава МИД Польши считает, что Россия так осмелела из-за большого количества других конфликтов в мире. Да, тем более, что Россия, пользуясь ситуацией, в такой разбойничьей манере усилила налеты и бомбардировки. Очередной день сеяния смерти в Киеве и других украинских городах. Россия действительно реагирует на конфликты, якобы пытаясь возмутиться по поводу того, что Иран, видите ли, обидели незаслуженно. Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. Но ведь цены на нефть растут во время конфликта на Ближнем Востоке, а это как раз на руку России. Тем не менее, прямо из бункера верховный духовный лидер Ирана попросил у Путина помощи. Тот пока не отреагировал. Вместе с тем, именно в это время глава МИД Ирана находится в Москве. Формат визита не озвучивается, но мы спросили об этом одного из самых опытных исследователей региона Игоря Семиволоса. Может быть, для иранцев это судьбоносный визит, потому что они сейчас должны сформулировать ответ. И каждая встреча, каждая дискуссия, она, в общем, как бы дает им ответы на то, что будет дальше. Возможно, для России это рядовой визит. Так что здесь, опять-таки, все зависит от того, как на все это дело посмотреть. Но, несомненно, это интересно. Это интересно, потому что мы видим в прямом эфире, мы видим, собственно, насколько эффективны вот эти коалиции, которые выстраивают Пекин и Москва. Все объекты уничтожены. В США празднуют победу над Ираном. Президент выступил с резонансным заявлением. По его словам, все ключевые ядерные объекты Ирана ликвидированы. Самый большой, монументальный ущерб был нанесен немного ниже уровня Земли. В яблочко, пишет Дональд Трамп. Неполиткорректно использовать термин «смена режима», но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, почему бы не сменить режим? Мига. Тем временем госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США не планируют новых операций в ближайшие дни. А переместил ли Иран ядерные материалы до ударов, станет известно только впоследствии. Так зачем обогащать уран до 60%, если вы не намерены когда-нибудь довести его до 90% и создать оружие? Зачем вы разрабатываете межконтинентальные баллистические ракеты? Зачем вы все это делаете? У них есть все необходимое для создания ядерного оружия. У них есть механизмы доставки. У них есть возможности по обогащению. У них есть запасы высокообогащенного урана.
Но Израиль утверждает, ущерб значительный. Правда, детали еще предстоит установить. Премьер-министр страны подтверждает, операция прошла без политических условий. Америка не требовала от Тель-Авива паузы в Газе, а Израиль, в свою очередь, заранее знал о планах союзника. По словам Нетаньяху, удары были точечными, но окончательные выводы еще впереди. Потребуется время на анализ. Что касается Фордо, я считаю, что мы должны снять шляпы перед нашим великим другом, моим близким другом, президентом Трампом, за отличную работу, проделанную американскими военными и ВВС США. Они нанесли там очень серьезный удар, очень значительный. Мы внимательно это отслеживаем. Могу сказать, что это важный компонент ядерной программы. Не единственный и недостаточный, но важный. И у нас есть интересная разведка по этому поводу. Что касается обогащенного урана, 400 килограммов, которые Тегеран мог спрятать после начала конфликта, тут израильский премьер только загадочно усмехнулся. Интересная разведка у него есть и не может рассказать. Все в лучших традициях ближневосточной дипломатии. Об этом мы поговорили с главой Центра ближневосточных исследований. И если мы говорим о возможности смены режима именно вот в результате, то мы понимаем, что никаких наземных операций не будет, никакой оккупации Ирана не будет, и поэтому единственный расчет на то, что там в Иране произойдут какие-то внутренние изменения, революция или еще нечто подобное. Но пока я не вижу никаких даже слабых сигналов о том, что такая революция или такие изменения в ближайшем будущем возможны. Украинские дроны разносят российские бомбардировщики, а в Вашингтоне спорят, куда утекают триллионы из оборонного бюджета. Илон Маск называет пилотируемую авиацию пережитком прошлого, а Пентагон тем временем продолжает закачивать миллиарды в устаревающие проекты от авианосцев до истребителей нового поколения. Сама суть войны меняется быстро и беспощадно. США это признают. В 2023-м стартовала программа Replicator, чтобы в срочном порядке клепать дешевые дроны, как это делает Украина. Ежегодно на программу планируется выделять $500 миллионов, но параллельно продолжаются мегаконтракты с гигантами вроде Lockheed Martin и Boeing. Те не заинтересованы в скорости, им удобнее строить проекты на десятилетия. Только разработка нового истребителя F-47 обойдется в 20 миллиардов. Первый полет не раньше 2030 года. Стоимость одного такого $300 миллионов. Похожая ситуация с авианосцами Джеральд Форд, который по 13 миллиардов. Строятся годами, а их уязвимость перед дронами и гиперзвуковыми ракетами ставит под сомнение вообще всю концепцию. Но Дональд Трамп пошел еще дальше. Его новый проект «Золотой купол» по-американски. Система ПРО с элементами в космосе. Концепция, как в «Звездных войнах» времен Рейгана, перехватить ракеты до старта или в первые секунды полета. Маск с его SpaceX главный бенефициар. Запуск спутников станет дешевле, а оборонный подряд только дороже. Официально все это стоит $175 миллиардов, реально до 524 миллиардов только на космический компонент, пишут аналитики Конгресса. При этом эксперты уже сомневаются, защитит ли такая система США, хотя бы от дронов, которые показали себя в руках украинцев довольно хорошо. На этом фоне 895-миллиардный оборонный бюджет США кажется бездонной ямой, а военная помощь Украине копейками, которые все равно оседают в карманах тех же американских подрядчиков. Это уже не просто гонка вооружений, это борьба между реальностью войны 2020-х и финансовыми фантомами времен Холодной войны. И пока Украина воюет дронами за $400, в США продолжают строить истребители за $300 миллионов и к 2030-му. Тишину воскресной службы разорвал автоматный огонь и взрыв смертника. Момент, когда все решили, что худшее позади, оказался иллюзией. В центр столицы снова вернулся страх. Церковь Мар-Илиас в Дамаске превратилась в арену бойни. По меньшей мере 20 убитых, десятки раненых, паника и запах войны, который Дамаск не чувствовал с декабря. По предварительным данным, взрыв был результатом самоубийственного теракта, совершенного исламским государством. В результате погибли несколько невинных людей, а
а в сердцах мирных граждан поселился страх. По данным Reuters, один из боевиков исламского государства ворвался в храм в районе Двейла, открыл стрельбу, а затем взорвал себя. Сирийское МВД подтверждает, это первый теракт подобного рода с момента свержения Башара Асада. По информации службы безопасности, нападавших было двое, один устроил взрыв, второй, по версии следствия, координировал атаку. Сейчас хочу обратиться к нашим подписчикам, ведь это именно они решают, узнает ли об этих новостях еще большее количество людей. Каждая ваша подписка, каждый лайк, каждый репост и каждый комментарий длиннее 6 слов, и каждый раз, когда вы досматриваете видео до конца, все это помогает продвигать наши ролики среди сотен тысяч новых пользователей. Так еще больше людей узнает правду именно благодаря вам. Спасибо за то, что остаетесь с Нехта, и продолжаем. Американский представитель на земле диктатора, как кусочек свободного мира. Но главное, почему Лукашенко заостряет внимание на безопасности спецпосланника Трампа? Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси, и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас. То есть посланнику американского президента прямым текстом говорят, вся эскалация зависит исключительно от Путина, и если представитель Вашингтона будет вести себя нормально, никто не пострадает. Лукашенко тем самым тоже подчеркивает то, что от него ничего не зависит. Как думаете, так ли это? Какие ваши выводы? Не забудьте написать об этом в комментариях. Отдельное спасибо за то, что досмотрели видео до конца. Спасибо вам за доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас с вами становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.